Станция метро, улица 1905 года. Именно с этой станции метро можно попасть на одно из самых знаменитых кладбищ Москвы – Ваганьковское кладбище, одно из самых старых в Москве, основано в 1771 году во время эпидемии чумы. Вход находится церковь святого апостола Андрея Первозванного, а на территории кладбища стоит храм Воскресения Славущего. Он возведен в 1824 году. Недалеко от входа на кладбище расположена могила Владимира Высоцкого, умершего в 1980 году в возрасте 42 лет. Памятник на могиле артиста появился спустя 5 лет, в 1985 году, и выполнен из позолоченной бронзы. Рядом находится могила Владислава Листьева, основавшего собственную телекомпанию, получившую в 1990 году название «ВИД». Листьева застрелили в подъезде его дома в 1995 году. Убийство журналиста стало одним из наиболее громких в России, не раскрыто до сих пор. Народный артист РСФСР Сергей Столяров, звезда советского кино. Фильмы с его участием стали классикой. Рядом с ним похоронен сын, актер Кирилл Столяров. До начала 20 века на Ваганьковском кладбище хоронили небогатых людей – крестьян, мещан, мелких чиновников и отставных военных. Анатолий Тарасов – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, один из основателей Российской школы хоккея, скончался в 1995 году, похоронен на Центральной аллее. И только в начале прошлого века здесь стали появляться могилы людей, оставивших след в истории, деятели науки, актеры, художники, режиссеры, поэты и писатели, спортсмены и музыканты, дети-актеры, погибшие на Дубровке, жертвы Августовского путча и Ходынской катастрофы. Полина Кобзева, футболистка женского футбольного клуба «Подольчанка». Девушка умерла в возрасте 19 лет от остановки сердца. Трагедия произошла прямо во время тренировки. Могила всегда украшена большим количеством свежих цветов. Есенинская аллея. Именно она ведет к одной из самых посещаемых могил Ваганьковского кладбища. Место последнего пристанища знаменитого поэта Сергея Есенина. Памятник на могиле поэта был установлен в 1986 году. Рядом с ним покоится его мать Татьяна Федоровна. А за могилой Есенина находится скромная могила Галины Бенеславской, женщины, которая всю жизнь безответно любила Есенина. Застрелилась на его могиле 3 декабря 1926 года, ровно через год после смерти поэта, оставив лишь предсмертную записку: «В этой могиле для меня все самое дорогое». В 1920-30-х годах на Ваганьковском кладбище тайно хоронили расстрелянных по политическим приговорам. В 1941-42 годах на кладбище появилось 2 братских захоронения – участников битвы за Москву и погибших при авиационных бомбардировках города. Площадь кладбища составляет почти 50 гектар. За 250 лет существования в нем похоронили 500 тысяч москвичей. На настоящий день сохранилась примерно 1/5 часть могил. Здесь находится 259 объектов культурного наследия. Сейчас Ваганьково кладбище закрытого типа. Места на Ваганьковском кладбище под захоронение не продаются, а погребение здесь возможно лишь в следующих случаях: под захоронение в родственную могилу или погребение граждан, имеющих заслуги перед Отечеством. На территории кладбища находится большой колумбарий, построенный в 2 вариантах – открытого и закрытого типа. Открытый выполнен в виде отдельно стоящих стен с нишами, закрытый находится внутри здания. Вокруг колумбария расположены могилы знаменитых людей, актеров, музыкантов и погибших в бунте 1991 года. Там же находится могила Игоря Талькова.
Памятник на могиле музыканта из черного гранита с большим бронзовым крестом. На обратной стороне высечена строка из песни Талькова: «И поверженный в бою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны». Такая вот оказалась пророческая песня, актуальная для нашего времени. Ну а Игорь пока пусть мирно лежит. Возвращаться ему еще явно рано. Мемориальный комплекс испытателям опытного самолета Ил-62. Экипаж инженеров-испытателей и летчиков выполнял испытательный полет на первом самолете Ил-62. Самолет врезался в бетонное ограждение после 4 секунд полета. Всего на борту было 19 человек. Выжило 9. Ну а мы начинаем двигаться к выходу. Проходим мимо могил еще многих знаменитых людей: Михаила Пуговкина, Джуны, Леонида Филатова и многих других.